Добро пожаловать на мой канал! В этом уроке мы поговорим об акварели, о всех материалах, которые нам понадобятся для этого, и будут базовые вводные упражнения, которые я сама использую и даю своим ученикам, кто только начинает работать с акварелью, чтобы немножко к ней приловчиться, понять, как ею работать. И начнем мы с материалов. Первое — это сама акварель. Самая распространенная фирма — это Невская палитра, она продается, самый обычный вариант, в таких кюветах, у меня это уже старая палитра, в кюветах, да, или в таком наборе, может быть без пенала, пенал можно покупать отдельно. У меня бывает у всех акварели более-менее профессиональные, есть два варианта, это вот в таких кюветках или в тубах. Да, вот такие тюбики, которые можно выдавливать вот сюда на палитру, да, с краешку. И они тоже удобны, то есть их тут больше, и перерасчет на миллилитр, да, краски, цена будет чуть ниже, чем если брать в кювете, там просто их меньше. Но по свойствам они абсолютно одинаковые. Единственное, что в кювете, вот в этой акварель тут как бы такая сухая, да, ее нужно размачивать. А когда мы выдавливаем из тюбика, она такая уже влажная, ее размачивать сильно водой не надо, она уже влажненькая. Ну, сейчас особенности мы в процессе это поймем и попробуем. Самый важный момент, который я тоже говорю всем своим ученикам, всегда это сделать вот такую выкраску ваших цветов. Да, потому что вот если мы посмотрим на кюветки, вот тут внизу, да, просто абсолютно какие-то черные краски, непонятно, что это за цвет, как он будет выглядеть на бумаге. А так, когда у нас есть вот такая выкраска, мы видим каждый цвет, как он выглядит на бумаге. И не просто, да, вот так я его мазнула каким-то одним таким мазочком, а сделала такую растяжку градиента. Мы тоже будем это делать, покажу, как конкретно можно это быстренько сделать. То есть, да, здесь у нас есть цвет, например, красный, самый такой плотный, самый густой, да, то есть просто такой мазочек, и разбавленный водой. То есть, да, такой розовый оттенок. То есть мы смотрим один цвет, сразу дает нам много разных оттенков. Точнее, он идет сразу от темного к светлому. Да, и вот так вот все цвета, когда вы выписываете, у вас вот такая уже готовые ваши цвета, которые вы в работе можете на них смотреть и сразу выбирать, какой вам нужный цвет для вашей работы сейчас подойдет. Да? Что-то вы там красный пишете, видите, какой больше всего вам подойдет, с чем его проще будет смешать, да, какой примерно получится оттенок. То есть это очень важный момент. Даже если у вас краски вот в этих вот в тубах, да, сделать то же самое. Ну и сразу скажу о палитре. Палитра может быть абсолютно любая, та, которая не впитывает в себя воду. Это обычно или пластиковая палитра, да, это вот тоже вот такой из набора с этим вот пеналом шло. Можно вот такую, можно плоскую, то есть кому какую удобно. Бывают еще керамические. Да, у меня вот есть еще вот такая, я делаю сама. Да, здесь мне хотелось сделать вот такие маленькие ячейки под краску из туб. То есть я выдавливаю сюда саму краску, здесь уже посередине смешиваю. Мне обычно вот такие глубокие ячейки особо не нужны. Удобнее как бы на плоскости, когда все цвета один в другой перемешиваются. Вы можете сделать какими-то перегородками, ну или купить готовые. Они есть по разным таким формам, там цветочков, котят, звездочек и любые, какие вам больше понравятся. Главное, да, основное тоже момент в палитре, чтобы она была белая. Потому что если она какая-то цветная, да, вы здесь тоже не очень хорошо поймете, какой там оттенок и цвет. Так хотя бы на белом видите, что вы смешиваете. Идем дальше. Это у нас акварельные кисточки. Они бывают, давайте даже это запишем. Да, кисти бывают синтетические. Давайте, наверное, я возьму линер, чтобы было хорошо видно. Синтетические и натуральные. Да, синтетика. Тут вот у меня сейчас нет синтетики, но чаще обычно это подходит больше для масла, гуаши и подобных каких-то материалов, таких густых, да, которые нужно вот накладывать что-то. Ну, вот у меня только широкая синтетическая. Есть еще для акварели кисточки синтетические. Мне обычно нравится Пинекс. По-моему, они и так и должны называться. Если она синтетическая, то она может с добавлением какого-то другого еще натурального ворса. И именно для акварели. То есть у нее должно быть какое-то название Watercolor или что-то такое подобное. Тоже они удобны. То есть тут кому как. Синтетическая кисточка, в чем ее плюсы? Да, она как бы такая более у нее жесткий ворс. Точнее не жесткий, а такой упругий. Им удобнее ею управлять краской. Но при этом, если эта синтетика не под акварель, такая как бы вот обычная, да, для масла или гуаши, то
в акварели, особенно если мы пишем на целлюлозной бумаге, про бумагу мы сейчас тоже отдельно еще поговорим, то она может снимать верхний слой, синтетическая кисточка. Вот, нашла две кисточки, которые у меня синтетика, то есть эта синтетика это для масла, она такая прям вот жесткая, да, прям по ней чувствуется. Для масла, для гуаши, для каких-то кроющих материалов, акрила, например. Вот эта вот кисточка для акварели, это старая, да, она вот уже вот так потрепалась. Вот, да, это Pinax High Tech, то есть написано, да, акварель. Ну, что-то похожее на слово акварель. Она тут в французском креплении, вся будет больше брать воды. Вот, синтетическая кисточка, да, она более упругая, но если вы пишете на целлюлозе, она может снимать предыдущий слой акварели. Так как она более как бы жесткая, упругая, она может цеплять краску с поверхности бумаги и поднимать ее, да, то есть как бы смывать. Вот, поэтому синтетика, если пишете на хлопке, то она в целом тоже подойдет, она упругая, удобная. У нее тоже есть свои плюсы. Дальше идем. Есть натуральные кисточки. Вот они в основном и подходят для акварели. То есть это белка, имитация белки и всевозможные миксы. То есть к белке могут добавлять какие-то другие ворсы, я уж точно не помню, колонок, например, козу, да, чтобы добавлять ей какую-то упругость. А вот самая у меня такая простая распространенная кисточка, которую я буду вот сегодня тоже рисовать, это белка микс, Poseidon, да, Pinax. То есть здесь белка и какой-то еще дополнительный ворс, чтобы добавить ей небольшую упругость. Да, в чем плюс белки? Она такая как бы мягкая, да, и не смывает предыдущий слой с бумаги в акварели. Ну, конечно, если прям сильно ее потереть, то тоже может смыть, но она более как бы нежная, да, и не будет травмировать и бумагу, и не поднимать акварель с целлюлозной бумаги. Да, еще у кисточек есть разные обоймы. Вот это вот правая, да, она в обычной обойме. Вот это французское крепление. Да, в чем его плюс? В том, что оно как бы туда внутрь себя набирает больше воды. Вот, ну и выглядит очень красиво и эстетично. На самом деле здесь какой-то прям сильно глобальной разницы нет. То есть на первое время, если только вы начинаете, можно взять с обычной обоем, потому что с французским креплением стоит, конечно, дороже. Но если вы уже давно занимаетесь, то можете брать с французским креплением, она берет в себя больше воды, да, а что значит больше воды? Больше воды и краски, и значит мы можем долго ей ввести краску, да, и она тут не заканчивается, то есть постепенно она отсюда как бы выходит, да, как такая вот, такой маркер, да, долго, который рисует. Вот это, конечно, ускоряет работу. И важна тоже особенность натуральных кисточек и кисти для акварели, что они такие полненькие бочоночком. Они полные, в себя берут хорошо воду, а кончик у них острый. Вот если его намочить, да, кисточку. Ну, это тоже немножко потрепавшаяся такая кисть. Но все равно она складывается более-менее тонкий кончик. Сейчас еще вот эту намочим. Да, это тоже важное свойство для акварельных кистей. Потому что синтетические кисточки, ну, есть те, которые, да, вот тоже с тонким кончиком, но она для акрила и масла все-таки она прям жесткая. Этим тонким кончиком мы можем делать как такие тонкие линии, да, так и немножечко придавливая кисть к бумаге, да, какие-то более толстые. Сейчас покажу. Ну, что-то вот такое. То есть это очень удобно. Не нужно брать постоянно разные какие-то кисточки, то одну, то вторую. Прям она, конечно, не должна пушиться. Естественно, кисточки со временем истачивается у них этот кончик и превращается уже не острую, а такой тупой конец. У меня вот видно это на вот этих кисточках. Акварельной кисти. Вот эта вот новенькая, не знаю, видно, но у нее здесь прям такой тонкий кончик, она еще в клею, да, я еще даже не распаковывала. А вот это вот уже, который я порисовала, то есть у нее тут нет никакого кончика тонкого, то есть волоски сверху сточились, да, то, что рисуешь постоянно на бумаге, они стачиваются, и кисточка изнашивается. То есть, да, кисть, как бы не печально это не было, они не навсегда, только на какое-то время. Ну, зависит от того, как часто вы рисуете, какой техники вы рисуете. Вот я ее намочила, да, пытаюсь тонкий кончик сформировать. Не знаю, сколько видно это на камере, но он все равно такой тупой. Да, уже не соберется. Больше такой, как в лопаточку, вот он собирается, да. Можно, кстати, и лопаточкой тоже. Вот есть некоторые кисти, такие из недорогого сегмента, даже бывает белка. И вот они лопаточкой собираются, и все. А вот в тонкий кончик нет. И лопаточкой тоже можно, на самом деле, рисовать, да, если у лопаточки найти вот этот уголочек, который есть.
Ну вот, то есть, да, похоже у нас на предыдущую линию, которую сделала кисточка. Там можно повернуть кисть и как бы вот найти тот острый тонкий уголок. Также стоит еще сказать о кисточках для каллиграфии. У меня есть вот такие кисти. Они тоже для акварели не очень удобные. Они стоят, естественно, дороже. Ну, хотя вот если профессиональные кисти, вот какие-то вот эти, если да, большие брать с французским креплением, то, наверное, также где-то будут стоить. То есть это вот эта вот кисточка большая, около 1000 рублей. Но она, конечно, очень классная в том, что... То есть у нее тут тоже такое крепление, не знаю, как оно внутри устроено, но она берет в себя очень много воды вот за счет этой вот полноты, да, в основании. И складывается в острый тонкий кончик, который тоже можно как тоненькие вещи писать, так и большие делать, большие заливки. Так можно и вот так расплющить, да, и какую-то тоже там фактуру такую добавлять. Есть кисточки лайнеры, по-моему, они так называются, да, вот тоже как для каллиграфии. Тут то же самое, она вроде тоненькая, гораздо тоньше этой, у нее тоже толстенькое основание, и она тоже будет давать хорошую классную линию. Она не такая полненькая, как, допустим, вот эта вот, да, то есть вот это вот уже для каких-то тонких деталей, но при этом благодаря этой кисточке мы можем долго-долго рисовать тонкие линии. Да, то есть я вот набрала в нее краску, то есть прям туда помакала в палитру. Да, и долго она из себя выдает краску. То есть мне не надо постоянно на каждую линию уходить в палитру, набирать снова цвет. Да, вот я сколько их тут наделала. Этих линий, они до сих пор продолжают рисовать. То есть, это, например, если вы где-то или в портрете, или в каком-то другой, любой абсолютно работе рисуете тонкие детальки в конце. И вот оно гораздо ускоряет процесс работы. В отличие, например, от обычной вот такой тоненькой кисточки, например, это синтетика нулевка. Да, вот я на нее сейчас тоже наберу краску. Тут у нее с нее капелька воды стекла. Вот она уже бледнеет, все, уже не рисует. Да, то есть вот этой, как я сколько нарисовала, да, гораздо больше, этой совсем чуть-чуть. То есть тут надо через время снова возвращаться в палитру и набирать. Да, вот прям видно, это просто очень тонкая. У нее тонкие основания, тонкий кончик. Она тоже удобна на первых порах, если вы пока не хотите брать дорогие кисти, а какие-то тонкие детали нужно делать. А у этой есть такой бочоночек, да, в основании. Она здесь держит краску и постепенно ее выдает на кончик кисти, и поэтому можно ей долго-долго-долго рисовать. Итак, подытожим сказанное про кисточки. Какие бы основные 3 кисти я бы посоветовала взять? Ну, первое, это какую-то десятку, вот такую полненькую бочоночек. В целом я пропишу внизу в описании, какие кисти использую я, какие я обычно советую ученикам, которые как бы недорогие и удобные. Вот это, по-моему, имитация белки с каким-то миксом. Я сейчас уже не помню, но где-то у меня записано. Это или может быть вот такой Посейдон, Гамма. То есть Посейдон это от Pinex. Это тоже белка микс или имитация белки. То есть обязательно лучше взять белочку какую-нибудь. Ну, мне нравятся больше миксы, потому что они более упругие, чем обычная чистая белка. То есть это гораздо удобнее. Вот, да, у них такое важное полненькое основание, тонкий кончик. И у большой то же самое. И третью какую-нибудь маленькую. Это может быть обычная синтетика, уже не для акварели, абсолютно любая, тонкая, 0 или единичка. На вот этими 3 кисточками в целом можно сделать любую работу, наверное, третьего, а второго формата тоже, да, тут, может быть, с заливками будет вот этой сложнее, но хотя она тоже ничего, да, она будет тоже большие заливки делать хорошо, так как она такая полненькая и с французским креплением. Но можно и с обычным. Да, здесь не обязательно какое-то французское крепление. Также еще обычно художники, если вы видели другие видео, да, по этой теме, советуют вот такую какую-то широкую кисточку флейц. Это если вы хотите писать по мокрому и вам нужно заливать большие поверхности, то можно ее взять. У меня обычно синтетика, берут иногда тоже есть такие там красивые для каллиграфии с такими вот основаниями палочками. На самом деле это не критично. Вот именно уже вот такое. Если у вас какие-то большие работы, вы более-менее как-то так долго рисуете, занимаетесь, то там, да, можете покупать. На первое время вот этих вот 3, да, вам хватит с головы. Вообще даже по-хорошему вот этой одной. Если вы будете работы рисовать не больше от 4, ну, может быть, от 3 формата, то вот такой одной кисти
вам вполне себе хватит. Она где-то стоит в районе 300 рублей. Можно такую гамму, по-моему, даже еще подешевле. Это номер 4, 10 и 01. Вот это. Итак, прежде чем мы перейдем к разговору о бумаге, еще стоит слово сказать о баночке с водой. Да, обычно я не успеваю еще начать первый урок, индивидуальный первый урок с учеником, и он уже там есть баночка, вот эта вот непроливайка. Частная, она на самом деле неудобна тем, что она очень маленькая. Да, здесь очень мало помещается воды. Я использую вот такую банку. Это, наверное, литровая банка. Не знаю, насколько вам видно. Вот она очень большая. Да, и чем больше банка с водой, тем лучше. Да, почему? Потому что, допустим, в непроливайке здесь мало воды, и мы постоянно там макаем кисточку, то есть смываем пигмент, и на то количество воды, которое у нас есть здесь, то есть его совсем чуть-чуть, приходится очень много смываемой вот этой краски. Она получается сразу грязная. То есть только вы окунули эту кисточку, она все сразу грязная, и вы грязнут этой водой, да, уже которая вода, которая сама имеет в себе какой-то оттенок, цвет, и она, естественно, попадает во все остальные смеси, ну и может тоже давать грязь. Конечно, незначительную, и этой грязью, кстати, тоже можно управлять и писать более такие спокойные, интересные работы, да, сдержанные академически с помощью этой грязи. Но лучше все-таки, когда вы сами контролируете и берете более-менее чистую воду. А чем больше банка, то есть, да, вот, допустим, литровая банка, и относительно этой банки и вот, например, непроливайки в литровой банке, то количество пигмента, которое бы здесь давало абсолютно черную воду, например, то там она будет такая, ну, еле прозрачненькая. Если, может быть, замечали, многие художники используют, даже рядом у них стоит какое-нибудь ведро, 3-литровое там, или какое-то такое огромное. В общем, чем больше, тем лучше. То есть, чем больше, тем вода будет чище. Она будет дольше оставаться чистой, мы дольше можем писать и не ходить ее постоянно не менять. Здесь еще можно использовать эти две баночки. Например, одна у вас вот такая большая, которая рабочая вода, которую постоянно там смываете кисть, а вторая, может быть, маленькая, может быть, вот это как раз не проливайка, в которую вы берете только чистую воду, какие-то смеси, или где-то, когда нужно размыть какую-то границу контура или что-то смыть, вот как раз можно использовать две баночки. Вот. Ну и вот эта вот крышечка, если вы дома работаете, то что она вот тоже неудобна на самом деле, вот это туда макать, хочется как-то побултыхать, об краешек вытереть. Ну, мне, в общем, совершенно некомфортно, да, лучше вот так снять. А с крышкой использовать где-то вне дома, например, на пленэре, да, чтобы она не проливалась, и действительно вот эту свою функцию она использовала, то там, да, там можно ее использовать. И теперь мы подобрались к самому главному и значимому, наверное, материалу во всей работе акварелью. То есть в целом я рисовала акварелью и обычной детской. Тоже можно, там будут просто не очень цвета, какие-то такие мазочками, вполне тоже сойдет. А вот именно бумага, особенно смотря каких техник мы хотим добиться, она очень важна. Да, бумага для акварели бывает в основном двух типов. Ну, на самом деле даже трех. Да, целлюлоза плюс хлопок. Да, и 100% хлопок. То есть как это понять, если так, на сравнениях, то есть хлопок в бумаге присутствует вот волокна хлопки, то есть по ощущениям, в отличие от целлюлозы, то есть целлюлоза это как будто такая прям бумага, такая обычная бумага, вот как бы из дерева, да, ее вот там сделали, вот эта бумага это и получилась. 100% хлопок, как будто туда добавили, ну вот хлопок, да, как ткань, и она такая становится более плотная, какая-то бархатистая, вот по текстурам, это вот как-то по-простому можно объяснить так. Ну и основные их свойства. Целлюлоза, она у нас быстро сохнет. С одной стороны, ее и минус, и плюс. Смотри, как вы работаете. Быстро сохнет, у нее есть границы пятен. Да, ну и она многослойную живопись тоже не выдержит. Там, наверное, в зависимости опять-таки от бумаги, там, ну, 3-4, может, слоя так напишем примерно. Но тоже может быть по-разному. Хлопок, сразу напишем, да, их тоже отличие. Он, наоборот, сохнет долго. Так, тут вот сохнет быстро. Сохнет долго. То есть, да, благодаря вот это, то, что оно долго сохнет, то есть там есть хлопок, эти хлопковые волокна, то есть как будто бы ткань, да, вот сравнение такое, что хлопок 100%, это как ткань, которую мы намочили, и она долго сохнет, то есть вот это вот пятно, которое мы нанесли акварельное, мы можем долго вот эти его границы корректировать, добавлять туда что-то, может что-то вытирать, продолжать, чтобы была плавная заливка. Сохнет долго. Границы пятен, наоборот, такие мягкие. Мягкие границы.
Ну и выдерживает очень много слоев, но тоже в зависимости от хлопка, там слоев 20, да, может выдержать. И есть у нас микс. Сейчас мы тоже о нем поговорим. Сейчас покажу вам абсолютно вот эти вот примеры. То есть вот это у нас, это у меня целлюлоза, да, я рисовала вот такую помидорку. То есть на целлюлозе это бумага рыбачка, Лидия Холдинг, тоже напишу в описаниях, это стопроцентная целлюлоза. Целлюлоза еще, кстати, у нее тоже плюс, она недорогая, то есть, да. Цена низкая, да, у хлопка цена высокая. Цена высокая. На целлюлозе, да, то есть удобно писать в основном вот такими пятнами. То есть вы нанесли пятно, и оно довольно быстро высыхает. Да. Если мы начнем в него опять влазить и его корректировать, там получится уже какая-то немножко белиберда. Поэтому здесь удобно, то есть нанести какие-то вот основной первый залив, когда она чуть подсохла, вторую вот какими-то вот пятнами. Где-то эти границы пятен можно не размывать, где успеваем, можно подразмыть. Вот. И вот такими вот пятнами, если вам нравится вот такая живопись, то вам больше подойдет целлюлоза. И вот, например, да, хлопок. Такие получаются контрастные работы. На хлопок, наоборот, он, ну, и тут я специально размывала границы пятен, на нем тоже можно оставлять контурные пятна, ну, вот как вот здесь, да, они же получились. Это, по-моему, забыл название. Ладно, сейчас вспомню. Вот эти границы пятен, да, очень мягкие, то есть можно сделать, тут много было слоев, наверное, 10, точно не помню. Но вообще каждый следующий слой ложится легко, да, предыдущий слой он не смывает абсолютно. То есть на целлюлозе мы можем легко смыть. Да, сейчас, если я тут возьму, да, может быть, начну что-то смывать. Ну, здесь в фоне попробуем. Как раз вот синтетической кисточкой. А вот эта вот граница, она подсмылась. Вот если мы начнем смывать здесь, то оно ничего не смоется. Ну, хотя, если взять синтетическую кисточку и прям так активно ее тереть, то есть саму уже прям бумагу, да, то тоже смоется, но вот там важно момент, чтобы не довести до катушек. То есть она не смывается, поэтому следующий слой мы, нанося краску, не смываем предыдущий, а вот как бы уплотняем, и у нас получается многослойная живопись, мы можем долго редактировать какой-то вот слой, нанесли, да, там, например, границу пятен, мы намешали какой-то другой цвет, пока сюда вернулись, да, следующий продолжили здесь, если мы то же самое сделаем, да, нанесли какое-то пятно определенного цвета, пошли в палитру намешать другой цвет, вернулись, тут уже граница высохла, и мы как бы вот следующее просто пятно отдельно накладываем. Также у меня есть вот такие примеры. Да, это тоже хлопок, это Аршес. Тут, кстати, был, не помню, это Аршес, он тоже довольно удобный, тут, кстати, какая-то вторая работа тоже есть. Вот, и тут тоже хотела показать, что здесь я хотела, с ним, конечно, очень удобно работать, у него мягкие границы пятен, но здесь я тоже эти пятна сделала. То есть как тут есть мягкие пятна, да, друг дружку перетекающие красиво, так и вот эта вот контурная граница, вот здесь, например, все вот эти вот участки, где мне захотелось какую-то именно акварельность и такую пятнистость акварели показать, тоже получилось. Ну, то есть не обязательно, что у вас прям каждое пятно будет размываться. Оно просто будет вот это пятно лежать долго таким сырым, и у вас есть возможность полностью все эти границы растушевать. А есть возможность оставить, да, дать ему подсохнуть. И вот такой тоже пример. Это та же самая целлюлоза, где была сделана помидорка, это рыбачка Лидия Холдинг. Тут тоже, да, вот эти вот заливки, если их быстренько делать по мокрому, да, смочить кусок бумаги, то тоже плавно пятна друг дружку перетекают. На целлюлозе, кстати, обычно краска более яркая, так как она лежит как бы на поверхности бумаги, а в хлопок она как бы уходит туда внутрь, да, вот как в ткань, да, впиталась, и может быть более такой, быть приглушенный. Ну, на самом деле, в зависимости от тоже хлопка, потому что хлопок от разных производителей бывает абсолютно разный. Там есть еще разное прессование, но это тоже немножко отдельная тема. Мы тут так глубоко не пойдем. Вот. И здесь тоже в целом портрет вот, да, вот пятнами как бы написан. И у нас остался третий пример. Это смесь целлюлозы плюс хлопка. Здесь вы можете увидеть на бумаге обязательно, если вы берете бумагу, на ней будет написано, если есть там хлопок, то производитель обязательно об этом напишет. Потому что за счет того, что в бумаге есть хлопок, она дороже. Ну, как бы производитель показывает, что вот там есть хлопок, у меня поэтому дороже бумага. Да, тут бывает 25%, то есть процент это содержание хлопка, да, не целлюлозы. Остальное уходит на целлюлозу. Там 50 и 75, по-моему, есть. Ну, тут тоже бывают разные свойства бумаги, получается, что она берет свойства целлюлозы и хлопка, но у каждого производителя это будет абсолютно по-разному, будет зависеть от пресса, бывает там холодный, горячий пресс, поэтому здесь нужно просто пробовать,
экспериментировать под вашу технику, какая бумага вам лучше подходит. То есть она может быть, да, там какая-то чуть больше, когда хлопка больше сохнуть, но быть более яркой, допустим, меньше слоев наносится на нее. Вот тут уже своя тоже отдельная история. Ну и тоже подытожим для бумаги. Для начала, если вы только-только начинаете, сегодняшнее упражнение я тоже буду делать на этой бумаге, вот на рыбачке, о которой я уже говорила. Она самая такая бюджетная, простая. Ее можно взять, чтобы тоже пробовать на ней цвета, делать смеси, например, вот эти выкраски в вашу палитру с цветами, с красками. Ну и в целом для первых работ лучше брать эту целлюлозу, то есть вам будет она недорогая и будет не жалко ее как бы марать. Потому что акварель есть тоже такое свойство, если испортили работу, ну, желательно ее максимально попробовать исправить, насколько вы можете. Да? На целлюлозе это удобнее сделать, что мы можем смыть что-то. На хлопке вот там уже не смоешь. Там такой момент, что не смоешь, и как бы оно все впиталось, ну и все. Только там вытирать до катушек. Ну, тоже зависит от бумаги. Поэтому на первых порах лучше пробовать целлюлозу, какие-то первые работки. Потом можете уже брать какой-то хлопок разных тоже фирм, производителей. Если вы смотрите по какому-то мастер-классу, и там художник использует хлопок, то тоже берите хлопок. И желательно точно такой же фирмы, как и у него. Я в основном использую хлопок от фирмы Boahong. Сейчас попробую вспомнить, как она пишется. Ну, в описании, конечно, будет тоже название. По-моему, так. Вот, у них тоже, по-моему, есть и целлюлоза, и хлопок, но я беру именно у них 100% хлопок. Вот, он как раз ничего, и по цене очень приятный, в отличие от других каких-то аналогов зарубежных. Да, они могут быть очень дорогие, ну, как очень. Например, лист третьего или второго формата, ну, у целлюлозы там, если посчитать, будет стоить, ну, наверное, рублей 30, да, такой лист. А у хлопка какой-нибудь там фирмы Arches, а там рублей 500-600, один вот такой лист. Ну, это большого формата. Также можно пробовать покупать бумагу поштучно. Ее в магазинах художественных тоже продают. Покупать и просто пробовать, какая вам больше понравится под вашу технику. Так, переходим непосредственно к самим упражнениям. Еще важный нюанс в акварели, что нужна какая-то планшетка. Планшет или мольберт, который можно поднять на угол где-то 30-45 градусов. То есть у меня настольный мольберт, он сейчас поднят. Это может быть у вас какой-то планшет, да, вот если у вас стол. Планшет абсолютно любой, можно купить художественно, недорого стоит, какую-то фанеру. Может быть, у вас, если есть какая-нибудь картина висит или какая-то внутри у нее есть вот такая фанерка, рама, можно какое-то стекло достать, да, и поставить или вот так, да, то есть вот вы тут сидите за столом, и у вас вот эта планшетка, здесь что-то поставить, какую-то или книжки, или какую-то банку, краски, может быть, да, чтобы у вас был небольшой угол 30 градусов, и акварель могла стекать сверху вниз. Да, это очень важно. Сейчас будем делать и тоже покажу, в каких моментах это именно важно. Особенно на целлюлозе, да, чтобы она стекала. И плюс вы видите свою работу не под прямым углом, да, как обычно, вот так. Точнее, не прямым, а наискосок. Да, у вас искажаются пропорции, то есть там перспектива сужается, и вы не видите какие-то, может, искажения. Тоже для чего, то есть нужен мольберт. А когда вы смотрите на работу вот так, у вас угол зрения где-то 90 градусов, вы видите вот ее максимально, да, без каких-то искажений, вот, например, перед вами. А когда вы наклоняете лист на стол, он искажается, и вы видите не совсем то, что есть на самом деле. То есть, может быть, у вас такое было, когда вы рисуете за столом, рисуете, вроде бы все хорошо, поднимаете лист перед глазами, и оказывается, что все плохо, потому что вы смотрели на рисунок под углом, а когда поворачиваете себя, вы наконец-то видите, как он на самом деле происходит. То есть для этого нужен мольберт. Меняет угол зрения, и вы видите, ну, под прямым углом без каких-то либо искажений, без перспективы. И для акварели важно, что у нас краска стекает сверху вниз. Так, убираем. И, конечно, кстати, еще понадобится салфетка сухая или тряпочка из микрофибры. Ну, вообще любая какая-то тряпочка, которая хорошо впитывает в себя воду. Это чтобы контролировать воду на кисточке, воду и краску. Где-то можно ее подобрать, убрать с помощью этой краски, с помощью этой тряпочки. То есть это обязательно или вот такая у меня будет тряпочка, или это может быть обычно любая сухая салфетка. Так, и следующим этапом мы крепим лист. Вообще акварельный лист можно крепить с помощью скотча. Мы сейчас так это и будем делать. Также можно с помощью кнопок натягивать на планшет. То есть это такая идет натяжка
загибается прям лист на какой-то такой деревянный толстый планшет, как вот холст натягивают, то же самое натягивают лист. И еще есть способ по мокрому. Вот, ну, сегодня мы делаем, это самый простой вариант, это на скотч. То есть это делается для того, чтобы когда бумага, да, при намокании акварельной, особенно если она не очень, то есть это не хлопок, а обычная, например, целлюлоза, и если она еще тонкая, тоже, кстати, важный момент про целлюлозную и хлопковую бумагу, вообще лучше брать, там у них есть тоже наименование, плотность, да, там бывает 250 грамм, на метр, 280, 300, 350, 400. Чем больше эта цифра, тем лучше. Вот. Но если у вас целлюлоза, то, скорее всего, там будет 200 или 250. Вот. Ну вот как минимум 250. Да, она такая более плотная. Чем плотнее бумага, тем меньше ее вот так ведет при намокании, да, то есть она идет волной, как и любая другая бумага. Особенно если это целлюлоза, если это хлопок, то он меньше ведет себя так вот, то есть меньше идет волной, поэтому там можно даже его, если вы пишете по сухому, и не закреплять. Если мы пишем по мокрому, то там просто прям на воду приклеивают, да, лист. Если у меня будут на канале отдельные уроки, то там об этом подробно мы уже поговорим. А пока в самом таком банальном простом варианте это обклеиваем скотчем. Скотч бумажный, я отрываю его просто пальцами и где-то на сантиметр с каждой стороны приклеиваю. Почему-то этот, не знаю, момент, совет, когда начинают, тоже как-то игнорят, да, просто закрепят по уголкам. Ну и все, как бы нормально. Сканает. Нет, не сканает, да, лучше с двух сторон, со всех сторон. Или вот по 3 сторонам прикрепят, а по одной нет. То есть я прям захожу где-то на сантиметр на лист. Можно, ну, можно где-то на 0,5 на самом деле. Скотч тоже лучше брать не самый лучший и крепкий в этом варианте, потому что какой-то классный, хороший строительный скотч, он оторвет потом вместе с, когда вы будете его снимать, оторвет вместе бумагу. Потом в конце я тоже покажу, как снимать скотч более-менее аккуратно, но имейте в виду, что, скорее всего, даже какой бы там скотч ни был, он может все равно немножечко зацепить бумагу, и просто как бы мы... Там главное, чтобы оно не полезло, вот эта вот снятая бумага на рисунок. То есть там можно идти потом стороны, вот этот, который получится рамочка, ее обрезать. Где-то, если у нас тут получилась вот тут волна, да, можно приподнять скотч в каких-то местах. И вот так вот как бы выпрямляя, да, как вот обои приклеиваем, да, пузыри все вытолкать отсюда. Естественно, бумага будет все равно, даже при закрепке скотча, идти волной. Это ничего. Такой как бы небольшой волной она будет идти. Но зато когда при высыхании она будет выпрямляться и будет поровнее, чем если бы мы оставили высыхать вот такой волной. То есть волна прям тогда сильная была, а тут она хотя бы по краям закреплена. Естественно, может где-то подниматься скотч, это тоже нормально. Вот если это недорогая обычная бумага на первых порах, оно, да, так все и происходит. От этого никуда не денешься. Тут или покупать хлопковую бумагу сразу, можно так попробовать. Вот, или натягивать на планшет, или писать по мокрому. По мокрому тоже сначала лучше по сухому. Ну что ж, у нас все готово для наших упражнений. У нас будут такие упражнения, они тоже где-то есть в сети. Я выбрала, именно отобрала те, которые, на мой взгляд, самые такие важные и которые можно как бы дальше потом использовать. И именно на целлюлозной бумаге. Да, для начала просто карандашом на глаз наметим 4 прямоугольника. Можно сразу сделать их аккуратными, ровными, красивыми. А можно потренировать прямую линию, да, попробовать их вот так порисовать. Обязательно отступ, то есть не впритык к краю листа, хотя можно и так, то есть можно там, допустим, скотчем обклеить вокруг. Да, где мы снимем скотч, там останется вот эта вот чистая полоска. Но здесь еще важный момент потренироваться, да, ровно вот до этих границ. Так, ну и на последний у меня будет видно самый узкий. Палитру пока уберу. Ну, прям впритык его почти сделаю. Последний давайте, наверное, поделим на 2. Здесь у нас будет 2 упражнения. То есть получится вот тут 5 прямоугольничков. Угу, вот так. Можете сделать это в каком-то сразу скетчбуке. Можете сначала так попробовать на обычной бумаге, а потом, допустим, в скетчбуке записать для себя какие-то вокруг пометочки. Я вот, например, делала для себя вот так. У меня как бы скетчбук, да, какие-то я тут сделала пометки, сделала несколько, пробовала здесь вариантов других
сделать. Сюда как-то они были встать перед глазами. Ну, это уже как вам хочется больше. На акварельной бумаге лучше стирать клячкой. Клячкой. То есть, если кто, я думаю, если вы смотрите это видео, наверное, вы знаете, что это такое. То есть, это как ластик, да, вот такой. Только он мнется, и по факту он убирает тон. То есть, он убирает чуть-чуть, да, и она не деформирует бумагу так сильно, как ластик, да, не остается катушек, она, то есть, как бы в себя, как такая вот, как пластилин, да, как будто впитывает в себя эту вот грязь графита. Вот, убирает и довольно нежно стирает, в отличие от ластика. То есть ластик прям так грубо, да, он травмирует бумагу. И потом по травмированной бумаге появляются эти вот катышки. Поэтому, когда делаете какой-то рисунок перед акварелью, то есть там или аккуратно, если такая-то обычная, да, бумага, не супер там хлопковая. На хлопке, кстати, тоже этот момент может быть хорошо, что так сильно не сотрется. Хотя можно опять-таки так тереть, да, сильно ластиком, что все равно травмирует бумагу. Вот, поэтому, да, лучше сделать, допустим, на обычной бумаге для карандаша, да, не для акварели, нарисовать рисунок, какой вам там хочется, а потом через стекло приложить, да, оно просвечивает, и перевести на ваш акварельный лист, и там уже делать краской. Итак, начинаем нашего первого упражнения. Это будет обычная ровная заливка. Давайте вот так подпишем. Ровная заливка. То есть у нас задача в этом упражнении просто ровно, аккуратно залить цвет. На хлопке это гораздо проще, он как бы дольше сохнет, да, тут попроще можно, но тоже есть нюансы. Вот, особенно это интересно делать на целлюлозе, потому что быстро сохнет. И как нам так сделать, чтобы она прям вот ровненько залилась? Например, мы пишем какой-то пейзаж, и нам нужно залить небо, да, так ровно, ну или какую-то любую ровную поверхность. Так, да, берем краску совершенно цвет абсолютно любой. У меня вот здесь уже остался вот, наверное, возьму вот этот вот фиолетовый. Если у вас кюветки, то вы сначала кюветки смачиваете, да, вот на этих вот покажу, которые видно. То есть я, например, капелькой из банки, да, капелькой воды просто капаю в каждую кюветку, да, то есть смачиваю, чтобы, так сказать, ее активизировать, она была готовая к работе. Потому что когда вы иногда обращаетесь к этим кюветкам, они сухие, пока вы их там размочите, это тоже на это как-то время, нервы. Вот. А так они уже готовы, вы их берете, и все у вас классно. Так, я начну здесь. У меня здесь краски выдавлены из тюбиков, они более уже такие влажненькие, ну, то есть в целом я их сбоку так размываю. Тут, кстати, краска из тюбиков, бывает такая ошибка, они же очень такие влажные, густые, и кажется, что вот такой густой краской и нужно рисовать. На самом деле нет. Тоже этот момент покажу. Это то, что касалось и вот этих вот упражнений, да, вот этой вот заливки. То есть вообще в акварели мы не используем белила. То есть если у вас есть в наборе белый цвет, можете его оттуда вообще убрать и как бы все забыть о нем. Вот. Он там возможен, да, для каких-то, может быть, смешанных техниках, где-то там что-то поддобавить. Вот. Но если мы говорим про классическую такую чистую акварель, да, такую с красивыми заливками, то белый цвет не используется. Вместо белил у нас вода. Да, вот я, например, возьму цвет, у меня тут вот фиолетовый, да, такой как бы густо, ну, максимально, как я могу. И вот тут взять густо, да, и хочу сделать его посветлее. То есть можно было бы залезть в палитру с акварели, взять белый цвет и разбелить, но там будет такая вот белизна, такая некрасивая, не будет этой вот акварельной легкости и воздушности. А чтобы у нас она была, мы вместо белил используем воду. То есть я могу промыть кисточку и размыть этот краешек, да, увести его такой вот светлый оттенок. То есть это про то же самое, как вот делать, кстати, вот эти выкраски. Да, только здесь можно погуще взять цвет. Здесь он такой пока светловатый. Это вот этот оттенок, по-моему. Он здесь гораздо темнее. Вот, то же самое мы делаем и на палитре. То есть у нас может быть разная концентрация краски и воды. То есть ее может быть как краски очень много, чуть-чуть водички, да, она будет более густая и насыщенная, яркая, так и наоборот. Много воды, и она будет вот такая бледненькая. Да, как я добавляю воду? Просто окунаю кисточку в баночку с водой и добавляю на палитру. Вот. И то есть получается у нас на палитре вот такая как бы капля, да, то есть вот прям вода. И мы вот этой водой по факту и рисуем. То есть акварель любит воду. Чем больше у вас воды на самом деле, тем как бы лучше. Ну, здесь, конечно, не совсем абсолютно верное утверждение, да, в зависимости от какого нам случая. Но если вы пишете очень густо, то это будет не акварельная уже живопись, а такая ближе к гуаши, акрилу или каким-то таким густым пастозным материалом. Но если мы показываем само свойство акварели, ее легкость и прозрачность, то это о вот таких вот прозрачных заливках. Но даже если я беру цвет потемнее, он все равно как бы такой водянистый, да, вот допустим, потемнее. Он не прям густой-густой. Сейчас попробую, конечно, густой-густой набрать. Да, вот этот прям совсем густой, но и то тоже как бы вот еще как бы приемлемо. Берут прям, особенно если это какой-то преследующий слой, очень густо, и уже как бы такая вот грязь тоже от этого появляется.
Такой оттенок как раз для каких-то тонких деталей, тонких линий, какие-то там реснички, да, вот рисуем как раз тонким кончиком, какие-то темные там акценты, травинки. То есть за счет воды и густоты краски мы еще добавляем темноту и светлоту. То есть если вы рисовали какими-то другими материалами, да, и вот сделали градиенты, плавную растяжку от темного к светлому, то там вы делали за счет белил. То есть к темной какой-то основному цвету добавляли белила, да, и он вот у вас высветлялся. Здесь мы вместо белил добавляем воду, да, и цвет постепенно высветляется. Так, для нашей ровной заливки, да, если вы берете из кюветки, то обязательно через палитру. Даже если это один цвет и вы не смешиваете никакой другой оттенок, то есть у вас какой-то вот этот один цвет, все равно через палитру, чтобы прочувствовать концентрацию краски и воды. То есть вы все равно там смешиваете краску и воду. Поэтому обязательно именно через палитру. И сразу намешайте этой смеси побольше, чтобы в процессе ровной заливки вам не пришлось бежать снова в кюветку, снова смешивать этот цвет. Пока вы тут смешаете, здесь уже все высохнет, и ровной заливки не получится. Поэтому лучше побольше, вот, то есть сколько вам ее тут должно хватить. Да, прям вот что можно водички тогда побольше. Может быть любой оттенок по светлоте, может быть потемнее, посветлее, то есть как вам хочется. Здесь у нас пока не принципиально. Вот еще сюда воды добавлю. Тоже важный момент. Многие, допустим, если вы пишете какой-то вот... Тут, кстати, чем больше кисточка, вот здесь в ровной заливке, тем удобнее, да, чем у нее полнеет этот бочоночек, тем будет лучше заливка проходить. Вот, например, если вот такая кисточка синтетическая, она в себя мало берет воды вот здесь в основании, ну, так как это синтетика, да, она, то есть нет какой-то этой пушистости, которых там закладывается вода. Не знаю, если так можно вообще описать это. Да, поэтому на вот пару мазков сделайте, все, краска закончилась, нужно снова бежать в палитру. Да, и тут опять. Поэтому здесь получится в любом случае мазки, если у вас синтетика. Ну, вот именно вот такая вот для таких пастельных материалов. Если акварельная и такая побольше, то, скорее всего, получится. Вот, и чем больше у нас тут бочоночек, да, вот этот вот основание, тем дольше мы можем заливать краску, и она ровнее получится заливка. То есть вы набрали этим огромным бочонком, да, ваш цвет и ровненько заливаете. Еще важный момент, да, особенно когда у вас кисточка с таким бочонком, иногда набирают на нее цвет только на самую верхушку. На верхушку, да, и вот вроде пишут, и оп, краска закончилась. Нужно набрать, если у вас большая заливка, краски вот сюда внутрь. То есть, да, прям ее приложить, вот так вот вашу вот эту вот лужицу, которую вы там намешали цвет, и максимально ее там смочить, чтобы краска там прям была внутри. Такое тоже бывает как бы такая ошибка. Вот эта кисточка тоже то же самое с ней делаем. Ну, она просто сама по себе маленькая, поэтому, скорее всего, вы так ее вот так намочите, то есть прям полностью, да, вот сюда окунаем, чтобы она взяла как можно больше в себя этой краски. Вот, сейчас я начинаю. Лучше, если вы смотрите это видео и рисуете со мной, то сначала посмотреть, как я это сделаю, то есть все нюансы, и потом уже остановить запись и сделать, повторить. Может быть, в 2-3 раза вам понадобится сделать, чтобы понять, какие нюансы, да, при этой ровной заливке. Вот, я начинаю сейчас сверху вниз такими полосочками. Вот я набрала воду, точнее краску, да, с водой, нашу смесь. И вот начинаю сверху, да, прокладывать такой первый мазочек. И важным моментом, чтобы у нас здесь была ровная заливка, должна висеть вот такая капелька. Вот это темненькое вот место. Я прямо сюда добавила еще, то есть я беру здесь и добавляю. Благодаря этому у нас краска не успеет, так, вот эта граница не успеет высохнуть, и мы можем ее вести, да, и делать ровную заливку. Вот я вижу, она подзакончилась. Я еще раз окунаю кисть, добавляю ее сюда. И снова веду вниз. И как бы вот эту вот каплю я и вот трачу, как будто вот ей рисую. Да, не забывайте вот эти вот бачка докрашивать, потому что так вот иногда делают. И вот здесь вот получаются такие шероховатости. Ну, просто белый фон просвечивает. И вот так сверху вниз мы все это заливаем. У меня наклон планшета на самом деле немножечко недостаточен. Я бы подняла его еще. Тогда просто у меня не будет видно. Вот придется убрать палитру. Да, именно для видео. То есть у меня был бы тут посильнее наклон, она бы сильнее стекала. Наклон тоже, если у вас наклон, допустим, большой, вот как когда пишут, например, маслом, ну, то есть почти вот перпендикулярно вот так, да, вашему лицу, то краска, капля будет очень сильно стекать, то есть она просто резко возьмет и стечет вниз. То есть здесь тоже неудобно. Поэтому угол именно 30-45 градусов. Бывает иногда, что вот пишете вот здесь у меня, да, и вот краска как будто на какую-то жирность натыкается, да, она как будто расходится.
Вот здесь у меня, да, немного вот есть такое. Вот, это от того, что, скорее всего, где-то лист просто, например, вы там руками где-то, да, его взяли, и вот там остались ваши отпечатки, ваши жирные пальчики. И вот это теперь жирное пятно здесь есть, и оно немного, ну вот как вот масло, да, если мы масло намажем бумагу, начнем поверх него водой возюкать, то масло у нас с бумагой, ой, с водой не смешивается, поэтому расталкивается. Так, вот внизу у меня, например, осталась вот эта капелька. Теперь мне нужно ее убрать. Я полностью вымываю кисть в баночке с водой. Лишнюю воду могу об край банки, не видно, да, об край банки вытираю. Беру салфетку сухую или тряпочку, да, вытираю и кончиком кисти, да, аккуратно прикладываю к этой капельке. Она у меня собирается на кисть, я ее снова вытираю в тряпочку и вот так убираю всю лишнюю воду. Эту вот капельку. Если я приложу сильно, здесь приложу сейчас специально сильно, вот так, да, у меня она уберется очень сильно, будет прям светлый участок. Вот, как бы чуть-чуть. Можно кончиком кисточки, то есть только кончиком. Да, не плашмя, не основанием. Немножечко, допустим, там растушевать. Ну, тут я уже, да, вот уже здесь ничего не сделаю. Все. Вот у нас получилась ровная заливка. Тоже не советую вам возвращаться туда наверх-назад, когда вот вы там сколько-то прошли. Вот сейчас видно хорошо, что здесь краска уже абсолютно высохла, а здесь еще мокрая. Если я вернусь назад, ну, здесь будет такая там каша, начнутся полоски. То есть совершенно некрасивые вещи. И еще момент по поводу вот этих вот жирных пятен, да, если наносите краску, а там она как бы не ложится, да, растекается как от жирного какого-то пятна. Чтобы этого избежать, да, перед началом работы можно лист просто чистой водой, ее абсолютно полностью смачивать, то есть как бы промыть лист. А потом уже дать ему подсохнуть и потом смело писать. Вот это можно так, ну или если бывает, эти пятна на самом деле не очень критично, то есть их можно водой, краской как бы замыть сразу. Вот эти вот краешки, да, тоже можно сразу потренироваться, их, например, смыть. То есть это чистой кисточкой абсолютно, да, смоченной в баночке с водой, немножко обмакиваю об салфетку и самим кончиком, да, вот это вот как бы вот так вот теребя до краешек, я смываю. Например, делаю ровненько. Это тоже важное, так скажем, умение, чтобы что-то где-то в своей работе смыть. Можно чуть-чуть подмочить кисточку. То есть тут важно уловить тоже момент, какая должна быть по влажности кисть. И можно вот какой-то обычной сухой салфеткой, здесь тряпочку уже не очень будет удобно. Да, например, лишнюю вот эту воду, с которой мы смыли с краской, да, на себя, чтобы забрала. Итак, идем к следующей заливке. Следующая заливка у нас будет градиент. Да, то есть градиент от темного к светлому. Градиент у нас присутствует во всех живописных работах, то есть это переход от светлого к темному, от темного к светлому, все полутона, рефлексы, тени, то есть там везде градиенты, то есть как нам ее размыть, ну и вот на примере равномерной заливки. То есть мы можем размывать как вот если на коротких участках, вот так, да, как бы так быстренько водой, а вот именно как на длинных. Ну, кстати, еще момент с ровной заливкой. Если у нас небольшой участок, то мы в целом вот там набрали какой-то цвет, да, вот нам на кисти сколько хватило, мы можем его сразу прокрыть, если он небольшой. Вот, если уже какой-то большой участок, да, и нам нужно ровно, то уже пользуемся именно вот таким методом. Так, ровная заливка, я буду делать тот же самый цвет. Мы начнем наверху с темного оттенка, темной густой краски, и постепенно будем добавлять в нее воду, да, и размывать до максимально белого внизу. Тут с заливками бывает не всегда сразу получается, надеюсь, у меня сразу получится, потому что это целлюлоза. Вот, и я беру сначала погуще цвет, сюда побольше вот набираю. Здесь уже так много краски можно не делать, потому что сейчас в процессе мы будем разбавлять ее водой. Вот я набрала цвет на кисточку. Кисточку прям прикладываю вот сюда к палитре, да, чтобы вот этот вот бочоночек, да, внутрь зашла краска. И то же самое сверху вниз, вот такими же вот полосками. Мы как будто бы делаем ровную заливку, но будем добавлять в нее воду. Немножечко здесь побольше, наверное, воды возьму. Можно, кстати, даже на цвет погуще, но вот какой у меня вот получится изначально. Тоже наношу первую полосочку. Такую темную. И желательно, чтобы у вас здесь тоже сразу появилась эта вот капелька. Вот немножечко тут вот с водой сразу размыть.
Вот, и мы теперь будем ввести эту каплю, но постепенно к ней добавлять воду. Сначала через палитру я буду добавлять вот сюда в эту смесь воду, да, и уже такой смесью, более разбавленной, постепенно уходить вниз. Ведем эту капельку. Так, вот такой смесью. Снова через палитру, то есть я макаю кисточку в баночку с водой, и как бы кисть берет на себя воду. Кисточку макаю прям полностью, не кончик. Да, и добавляю как бы капли, как в предыдущем варианте, но уже смесь более такая жидкая. Ну, жидкая, в смысле светлая. Вот тут прям жирное пятно такое, конечно. Да, вот тут, конечно, немножко резко. Воды добавила сразу много. Тут прям какое-то некрасивое жирное пятно. Где-то с середины можно уже не через палитру, а сразу вот сюда, в эту каплю, она же все равно имеет какой-то оттенок, надо добавлять просто воду. И уже вот эту воду мы как бы растаскиваем. А за счет, кстати, вот воды, то есть почему у нас светлеет-то? Потому что у нас где больше воды, меньше пигмента, просвечивает бумага. Вот здесь я уже прям почти чистой водой, вот такой вот, да, фиолетовый. Даже прям почти смываю кисточку, чтобы дойти до такой вот почти чистой-чистой бумаги. Ну, то есть у нас здесь вот мало пигмента и просвечивает бумага через акварель, и поэтому она у нас светлая. Низ на вот это вот место, то есть немножко наверх пошло, потому что здесь было резкое добавление воды. Мне просто здесь не хватило краски, она закончилась. Да, так нам можно с более густой и пойти вниз. Но дальше в целом оно, да, нормальный такой градиент. Можно подсмыть. Дальше подпишем тоже, что у нас это градиент. Будем делать градиенты из двух цветов. А еще делаем один градиент. У нас здесь будет называться это лессировки. То есть одно дело, когда мы делали градиент сразу краской, а можно делать это с помощью лессировок. То есть это самая распространенная техника в акварели, когда мы просто послойно наносим цвет. Так, и вот здесь у нас будет это упражнение. Сразу начнем его делать, чтобы пока мы делаем предыдущий, краска тут подсыхала, мы могли нанести еще следующий слой. Так, ну сделаем здесь немного слоев. 2, 3, ну 4, 5. То есть раз, два, три, 4 полоски, 5 слоев будет у нас. И сейчас сразу зальем первый слой. То есть что у нас здесь получится? Да, мы сейчас зальем первый слой полностью, как делали первую ровную заливку. Потом оно подсохнет, мы второй слой зальем уже на одну ступеньку меньше. Третий слой на еще одну ступеньку меньше, четвертый на еще одну и пятый на последний вот этот вот уже самый слой. Там, где больше слоев, там будет и темнее. То есть мы можем тут даже не менять концентрацию краски воды, намешать одну такую вот смесь, да, и ей вот чисто это все замешивать. Я сейчас даже ради эксперимента возьму это вот как раз вот в этой непроливайке, сделаю наш какой-то колер. Нам понадобится сюда вода. Возьму туда побольше кисточку, чтобы быстрее это все. Вода. Так, и цвет. Какой возьмем цвет? Ну, я возьму из своей старой палитры, чтобы она уже наконец-то закончилась. Я возьму какой-то вот тут цвет бордо. Можно это делать на палитре. Что ради чистоты как бы эксперимента, да, намешаем цвет, который мы не будем менять. Мы не будем не добавлять краски к нему, не убавлять, только чисто слоями. Но это еще, конечно, момент, что вот эта бумага, она много слоев-то не выдерживает. Ну, то есть на какой-то следующий слой она начнет смывать предыдущий слой. Поэтому вот мы взяли минимально так 5. Вот такой оттенок. Как раз подойдет. Не забывайте еще хорошо промывать кисточки. Есть тоже такой момент, что как-то кисточку плохо промоют, вот когда вы уже пишете прям
какую-то работу. Да, и те предыдущие цвета, которые остались в кисти, они лезут в ваш новый цвет и дают какую-то опять-таки грязь. Так, и вот этим вот цветом я его беру и заливаю аккуратно сверху вниз, как мы делали в первом случае. Здесь в целом площадь небольшая. Я, наверное, дойду прям до самого края с скотчем, чтобы просто быстрее было. Вот здесь небольшая площадь, поэтому он довольно быстро, легко заливается. У нас уже готовая такая смесь. Но тоже у меня вот капелька, допустим, держится, да, ей гораздо удобно. Я ее просто растаскиваю. Где-то вот с середины, да, можно уже каплю не добавлять нового цвета, а как бы ее вниз вести. Чтобы она как бы закончилась под конец заливки. Обмакиваю кисточку об край баночки, да, если, допустим, у меня много воды. Вот, ну, кстати, она прям закончилась, да, идеально. И уже самим кончиком я вот убираю лишнюю краску. Тоже, когда набираете, например, воду или краску, смешиваете на палитре, не забывайте, что вы можете кисточку об край баночки обтереть и убрать из нее лишнюю воду. То есть часто бывает вот там много как-то воды у новичков, да, вот не могут ей контролировать. Так, вот такой наш первый слой. Еще тут уберу полосочку. Все, он подсохнет, и мы снова вернемся к нашему первому этому колеру. Так, а сейчас, наверное, вот здесь мы сделаем переход из одного цвета в другой, но он будет такой с помощью больше перемешивания, да, одного цвета в другой замес. Какие цвета возьмем? Ну, возьмем какие-то плюс-минус. Какие-нибудь родственные. Что тут у меня осталось? Ну, можно фиолетовый, конечно, с желтым. Ну, возьму вот тут у меня синий. Тут можно тоже попробовать любые цвета. Если это будут противоположные цветовому кругу, то они будут больше через какой-то серый цвет пойдут. Если это ближе, они близко рядом в цветовом круге стоят, например, там желтый и красный, то они будут более чистый цвет какой-то давать, но оранжевый. Через оранжевый смешиваться. Ну, давайте возьму желтый и красный, да, чтобы какой-то оранжевый получили. И начнем, наверное, с желтого. Тут у меня будет желтый, а в соседней рядышком будет красный. Желтый в целом у меня тут есть. Я его тут хорошенько намешаю. Тоже не стремитесь мыть постоянно, например, ну, палитру периодически можно, да, конечно, ее помыть, а вот именно мыть вот эти кюветки. То есть то, что они, допустим, у вас грязные, это нормально. То, есть то, что вы пока смешиваете, да, один цвет в другой залез. Вот, если его подсмыть хочется, то можно просто вот как бы кисточкой, да, вот это ее вычистить. Вот. Но постоянно тоже не стоит, потому что эта же краска, она смывается и тратится просто так. То есть это нормально, что они у вас там грязные. С этим ничего не сделаешь. Ну так, можно чисто кисточкой немножечко подсмывать, если вам прям нужен чистый-чистый цвет. Так, вот я намешиваю сразу себе здесь побольше желтого. Начнем, наверное, с желтого и пойдем вниз в красный. Чуть больше воды. И в соседнюю возьмем красный. Я вот возьму в этом предыдущем бордо. Да, их можно побольше, понасыщеннее. Так, промываю хорошо кисточки. И начнем с желтого. Я беру желтый чистый цвет. То сейчас я буду идти то же самое сверху вниз. Сначала чистым желтым пару мазков, потом капельку залезу в красный, да, добавлю в желтый. Да, и постепенно все больше и больше буду добавлять в желтый красный, потом, дойдя до середины, пойду в обратную сторону, то есть тот желтый, который у меня есть, буду добавлять в красный, да, и постепенно уходить в чистый-чистый красный. Так, начинаю с чистого желтого. Можно, кстати, и погуще. Тут тоже можно, на самом деле, чтобы капелька какая-то была, ну, хотя бы подобие ее. Так, беру здесь краешку красный, да, добавляю в желтый, да, чуть-чуть прям беру. Такой. Беру еще, чтобы как бы постепенно, да, цвет вот этот вот перемешивался. Беру еще больше.
цвет. Да, и как бы я в нижней части вот этих вот смесей, чтобы наверху у меня оставался чистый цвет. Сейчас мне уже хочется уйти, наоборот, в красный вот сюда наверх. Так, и беру уже, добавляю себе еще из палитры красного. То есть в ту смесь, где у меня вот сюда можно еще даже немножко желтенького. Так, чуть подсмою кисточку, чтобы на ней не было желтого. Возьму еще красный. И уже в конце, да, самый последний где-то сантиметр, я беру просто с палитры чистый красный. Конечно, не так густовато, но пускай будет так. Здесь мы больше такого механического смешивания, да, перемешивания одного цвета в другой. Здесь нужно было, конечно, вот здесь немножко не хватило жидкости, да, было чуть-чуть суховато, и поэтому не ровненько получилось. Вот здесь было гораздо лучше. Тут тоже можно также держать капли и вы с этой капли смешивать, если у вас какая-то бумага, которая вот только на капле ровно получается. Здесь в целом плюс-минус получилось. Поэтому... Да, вот если можно, конечно, попробовать полезть обратно и вот эти вот все штучки как-то растушевать. Но вот если я полезу, то тут, скорее всего, ничего хорошего не получится, потому что она начнет просто смываться. Эта краска, кисточка, начну ее поднимать. Поэтому лучше не трогать, да, дойти до низа и вот так оставить. Также можно пробовать такую замес такого цвета по мокрому. Например, когда вы берете такой прямоугольничек и полностью смачиваете его водой. Наверное, мы сегодня тоже его попробуем, как по нему будет идти краска. А сейчас мы сделаем вот этот вот прямоугольничек. И, наверное, возьмем желтый с синим. То есть, когда у нас такие цвета, которые вот смеси желтый-синий дают зеленый. А мы, например, хотим нарисовать какое-то небо, чтобы там не было этого зеленого. Да, то здесь мы можем проложить через воду. Сейчас у меня баночка с водой уже такая цветная. Но все равно вот где-то здесь, если я капну водой, она все равно чистая. Хотя вроде уже имеет такой красный оттенок. Так, вот тут сейчас я помою. То же самое, заготавливаем два наших цвета. Желтый и синий, но только мы уже будем их не смешивать, а делать как будто бы два вот таких разных градиента, прокладывая их через воду. Тоже уберу лишнюю. Фиолетовый. Вот здесь намешиваю остатки желтенького. Начнем с желтого. Пока даже можно синий не трогать. Только с желтого. Сделаем вот такой же градиент, как здесь. Но нужно к концу, чтобы был прям вообще почти светло-белая краска. Даже не желтый, а охра осталось. Ну, пускай будет охра. То же самое, набираю сначала погуще. Желтый, добавляю сюда водичку. В целом можно вот тут вот водичка со смесью, да, на кисточке она еще есть смесь. Промываю в эту кисть, и вот здесь уже почти чистой водой с середины размываю туда вниз. Даже вот можно, если много, например, краски я чуть подобрала, и вот чистой водой, прям вот чтобы в чистоту такую шло. Вот такой мягкий градиент. Он то, что тут маленький, его гораздо проще сделать, чем вот этот большой. Теперь нужно дать этому слою подсохнуть и перевернуть бумагу или планшет, да, на чем у вас там прикреплено, и сделать с другой стороны точно такой же синий. Да, они так мягко здесь зайдут друг на дружку. Там, если и получится какой-то зеленый оттенок, ну такой легкий-легкий, приглушенный, иногда как раз может такой даже серенький, тут скорее всего серый получится, такой у меня охра. Иногда даже в небе он бывает такая зеленца, так как вот стыковка желтого с синим дает такой немножко такой зеленый, но не прям такой яркий зеленый, как вот листва. Так, вот эта лессировка. Если у нас высохла, пока здесь сохнет, мы прокроем ее на второй слой, вот кроме вот этой ступеньки. То есть я беру нашу вот эту смесь. Если на кисточке осталась вода, то я ее тут прям промываю
ее кисточку обмакиваю в баночку с водой, даже еще можно вот об салфетку или в тряпочку, чтобы мы как бы на кисточке не добавили сюда воду. Беру наш цвет, а тут тем более такой прям жидкий, и снова аккуратно наношу до нашей вот этой вот предпоследней ступеньки. И вот так. И оставим вот такую жесткую границу. Все, и пускай сохнет. Так, чтобы сделать вот эту вот часть, да, с синим, я, наверное, переверну лист. То если у вас планшет, вы можете просто переворачивать планшет. У меня просто мольберт, да, он не перевернется, поэтому я просто вместе со скотчем подниму бумагу. Единственное, что вот здесь, кстати, образовались такие вот капельки. Их лучше подобрать, попробовать. Еще бывает краска с грануляцией и без. То есть когда от нее получаются такие, как бы, осадок, такие вот как на перышки осадок, да, ну, ближе слова осадок. Он оседает в ячейках бумаги, да, бумага такая ячеистая. Вот это называется грануляция. То есть это обычно ультрамарины с грануляцией, вот чаще всего. На них обычно пишут букву G, да, значит грануляция. Вот у меня вот кадмий оранжевый, вот здесь G подписано, ультрамарин, цирулиум. То есть они прям видно, ну, на цирулиуме, не знаю, сколько вам видно, тут немножко такие вот как бы, как такие точечки. Вот, это тоже интересный эффект, его можно использовать в своих работах, такую текстуру дает интересную, то есть это на самом деле ничего страшного. Ну или если у вас какие-то много цветов смешали, особенно те, которые с грануляцией, они могут сесть в осадок, дать какую-то грязь, а иногда могут красиво два цвета, например, железно-окисная красная плюс цирулиум. При смешивании, когда мы делаем в ней красивые заливки фона, они как бы два цвета расслаиваются, и один оседает в осадок, другой остается на поверхности, и тоже красиво так получается. Вроде бы они в смеси, а вроде бы и видно каждый их отдельно. Тоже интересно очень. Ну, я просто аккуратно вместе со скотчем все подниму и переверну. Сильно приклеивать не буду, так мне потом обратно переворачивать. То есть для вот этой заливки тут этого нам хватит. И я возьму вот этот вот синий цвет. Сделаем здесь то же самое, то главное смотреть, что прям вот подсохло, прям полностью. Потому что если не высохнет, вы будете носить цвет, и предыдущий поднимется, он начнет смешиваться, и получится какая-то ерунда. Да, палитру, конечно, удобно держать на столе, не на наклонной плоскости, как у меня сейчас, да, чтобы тут вот не образовалось таких луж внизу. Удобнее, когда мы их сами контролируем. Беру вот этот оттенок, но это на самом деле индиго цвет, такой вот темный, насыщенный, синий. Да, и начинаем делать то же самое. Прям можно такую даже небольшую вот эту темненькую полоску. Сразу здесь стараюсь какую-то оставить капельку, да, немножечко разбавляя краску в наш следующий слой. Так, и здесь я бы уже прям сразу смыла кисть, может быть, немножечко еще с краской. Побольше воды. Сейчас уже полностью смыла. И вот уже такой чистенькой водой, почти. Тут у меня кусочек зеленый попал. Вот здесь я тоже дошла к зеленому, и здесь нужно прям вообще чистой-чистой водой. Даже как будто бы не размывая, а больше просто смывая и делая мягкий вот такой переход. То есть я чистой водой, полувлажной кистью. То есть я немножечко ее об салфетку, если она, допустим, слишком влажная. Например, смыла краску, немножко обмакнула об салфетку кисточку, такой полувлажности добилась. Все, и размыла.
И желательно дать этому цвету вот в таком состоянии, в таком наклоне подсохнуть. Как только немножко подсохнет, можно переворачивать. Если мы перевернем раньше, то краска начнет стекать обратно вниз, если у вас, особенно если было слишком водянисто. То есть некоторые эти упражнения лучше делать по несколько раз, попробовать то одно, второе, да, и как бы вот уловить вот, да, как краска, вот это вот размытие краски, то есть какое должно быть количество воды, как вот обмакнуть кисточку, да, какая должна быть сухая, мокрая. То есть как бы тут как-то вот всех даже не объяснишь, насколько можно. Так, ну сейчас она вроде подсохла, поэтому я переворачиваю. Если, допустим, хочется цвета поярче, можно то же самое проделать вот здесь с этим упражнением на второй слой. Да, то есть еще раз пройти желтым, да, тут размыть, здесь синим. Так, тут у нас пока еще пускай сохнет, еще мокровато, вот я даже пальцем дотронулась. Так, это я пока отставлю немножко в сторону и возьму новый лист. И еще пару упражнений, таких уже самых простых, да, которые мне хотелось вам показать. Это вот, но когда мы, например, его прокрываем прям сразу через воду. То есть не послойно, когда один слой, потом второй, то есть два разных градиента, а сразу через водичку. Это может быть тоже удобно в каких-то, где-то когда листики что-то заливаем, такое вот. Например, сейчас нарисуем сразу где-то еще 3 таких прямоугольничка нам осталось. Да, например, сразу возьмем тот же желтый. Тут даже больше не сколько градиент, просто вот какой-то переход между двух цветов. Вот желтый, да, и нужно перейти в синий. Можно через воду. Я промываю полностью кисть и беру как бы вместо краски чистую воду. И вот здесь размываю краешек. Где-то вот на такое расстояние. Тут немножко замешался желтый, ничего страшного. Чуть-чуть, оно не сильно даст какую-то прям грязь. И перехожу в синий. Да, и немножко внахлёст. Да, наношу здесь синий. То есть тут нет градиентов как таковых. Можно, конечно, попробовать наверх немного размыть. А здесь внизу более густой, например. Вот, но зато у них мягкий все равно переход. Не такой жесткий, да, не жесткая граница. И вот тоже как бы получилось какой-то такой переходик. Здесь я взяла желтый, размыла сразу водой, то есть особо как-то не размывала, и нанесла немножко внахлёст синий. Можно пробовать синий накладывать сначала разбавленной водой, как бы голубой, потом темнее, темнее, и в конце такой вот самый-самый густой синий. Так, тут у нас подсохло, и поэтому я наношу следующий слой. Промываю снова кисточку, обмакиваю ее в салфетку. Так как здесь краска у меня и так очень жидкая, да, поэтому здесь воды и не требуется больше. Да, и снова сверху вниз уже отступая на еще одну ступеньку. Где-то вот лишнюю, тут, допустим, вот эту капельку, да, можно и вот так сразу собирать. То есть обмакиваю кисточку об край баночки, она становится чуть более сухой и собирает на себя лишнюю какую-то краску. Теперь попробуем сделать такую цветную конфетку, да, когда мы тоже делаем какую-то такую заливку, но из разных цветов. Например, мы заливаем какое-нибудь яблоко или какую-нибудь там баночку, и там есть разные оттенки. Например, яблоко, оно идет желтое, где-то зеленое, где-то красное. И нам по факту нужно сделать ровную заливку, но разными цветами. Да, поэтому мы сейчас это и сделаем. Здесь будет подход точно такой же, как у нас был на ровной заливке. Может быть, будет не такая сильная капля, потому что чем, ну, капля, когда висит, когда все-таки жидковатый, будет цвет более такой прозрачный. А мы сейчас попробуем сразу так погуще. Здесь как можно даже пробовать сразу через кюветки, да, не через палитру. Так в целом даже удобнее. Вот, и цвета брать более родственные друг к дружке, то есть по столовому кругу стоящие рядом, чтобы получались сразу таки один цвет заливался в другой через такой какой-то красивый переход.
Так, ну, начну, например, вот тут у меня оранжевый. Начну с него, он немножко грязный, поэтому я его немножко подсмою верхушку. Вот здесь желательно каждую краску брать в одинаковой пропорции концентрации краски и воды. В целом, если вы берете сразу из кюветки, они у вас такие примерно одинаковые, то, скорее всего, вы сразу возьмете там нормальные, как они и будут. Вот, если не получается, то можно каждую краску, вы, конечно, сделать смесь на палитре и ее каждую сюда вот брать. Так, это, конечно, самый идеальный вариант. Но сейчас чуть быстрее для упражнения, мне кажется, так будет попроще. Так, наношу первый такой густой, яркий, желтый оттенок. Сразу быстренько промываю кисть. Полностью промываю ее туда. Край баночки вытираю. Беру красный. Стараюсь примерно по ощущениям понять, чтобы вот была какая-то похожая концентрация краски и воды, да, то есть какая-то такая же густая смесь. И немножечко внахлёст, да, прокрываю оранжевый. Да, вот у нас красный. Дальше возьму, например, какой-то у меня, вот этот вот синий, например, темный. Тоже снова внахлёст. Если какой-то цвет у вас будет более жидкий или, наоборот, гуще, чем предыдущий, он может потечь один в другой. Поэтому именно надо одинаково. Но вот тут, кстати, немножко они не очень хорошо сошлись. Либо и получше. Вот так. Здесь тоже немножко затек оранжевый, но, кстати, красиво затек. Так, следующий возьмем, пускай будет вот зеленый. Наверное, грязновато будет, но... Вот зеленый был более густой и сразу такой начал течь наверх, размывать синий. Кстати, вот это пример зеленого, как мне так случайно получилось, когда цвет немножко густоватый. Это уже какой-то не акварельный, да, а немного так вот прям чуть-чуть перебор, да, для акварели. Ну и напоследок возьмем какой-нибудь вот тут. Тут желтый. Наверное, совсем высохший. Лимонный такой цвет. Должна получиться такая яркая конфетка. Можно брать более родственные цвета, сочнее. Эти какие-то немножко грязноватые, оливковая с синим немножко грязновато здесь смешалось. Вот. И главный момент, что эти вот переходы между ними более-менее один в другой затекли, но не разбавили один другой. То есть, чтобы были такие сочные цвета, но переходы у них такие плюс-минус, да, друг дружку затекающие. Имейте в виду, что это все-таки целлюлоза, и на ней так или иначе будут появляться вот эти где-то какие-то разводы, пятна. Вот, поэтому на ней иногда сразу удобнее рисовать вот какими-то такими пятнами. Также вот у нас, да, еще пока не высохло, можно использовать фен. И когда вы рисуете, да, вот если, допустим, первый слой нанесли и долго ждать, можно подсушить немножко феном и сразу наносить второй слой. А у нас осталось последнее упражнение, мы сделаем его по-мокрому, он такой прям совсем уже на релакс. Просто водой, да, чистой кисточкой водой я смачиваю вот эту вот ячейку последнюю нашу. Вот, мы ее смочили, и теперь в нее можно какие-то разные любые оттенки запускать. Просто посмотреть, как красиво течет акварель. Какие-то такие эффекты получаются. Например, вот синий. Тут краску лучше брать густо, так как здесь у нас есть вода, и вот эта густая краска по воде хорошо растекается. Если мы возьмем более жидкую, она там вода с водой смешивается, и будет более такая прозрачная смесь. Так, возьмем вот тут красный. Так сочно. Можно просто чистой водой сюда капнуть, да, в ту краску, вот уже где у нас есть. Она тоже будет стекать и расталкивать краску. То же самое, если мы возьмем не чистую воду, а, например, вот я возьму красный цвет, да, его там где-то залью. Вот, давайте погуще. Вот. Можно смыть кисточку, да, и водой сюда покапать. Она тоже сверху вниз будет течь и расталкивать краску.
Есть также такой эффект снежинок, может быть, видели, да, когда наносят вот такую тоже ровную заливку цвета и вот капают водой, и получаются такие вот разводы снежинки. Вот, здесь тоже там вот как раз получается, но, правда, стекает вниз, так у нас есть какой-то угол наклона. Можно прям побольше здесь смыть. Можно несколько цветов вот так вот, интересно. Какого-то такого фона заливать. То есть, да, максимально так вот побаловаться с акварелью и так ее позаливать, чтобы как бы немножко к ней привыкнуть, смотреть, что она вообще может. Конечно, самая ее красота это в ее заливках, такой прозрачности и вот этих вот каких-то пятнах, да, прям сама акварель. Это подчеркивает именно ее свойства. У нас образовалась капля, да, можно, конечно, тоже убрать вот так. Тут погуще цвет добавим. Вот здесь прям поэкспериментируйте. Вот здесь у меня, конечно, оранжевые и синие, они могут немножко давать серость, тут такая и пошла. Но это тоже интересно. Да, красивые разводы. Так, вернемся сюда. Иногда противоположные цвета, их можно вот так вот заливать, когда мы не перемешиваем их, а они как бы сами один в другой затекают, тоже получается красиво. То есть если мы их перемешаем, они могут дать грязь, ну вот здесь немножко грязновато пошло. Вот. А иногда затекая один в другой, прям какую-то такую красивую смесь. Да, попробуйте вот густой краской, попробуйте жидкой. Ну, внизу капельки можно вот эти вот оставить, они просто высохнут и вот такими каплями как бы застынут на бумаге. А можно их вот подобрать на кисточку, как мы делали до этого. И сейчас у нас подсохнут вот этот слой, мы нанесем еще два. Ну, кстати, сразу, что можно сказать по вот этим лессировкам. Я, например, тоже делала вот это упражнение с лессировкой. Я делала много, да, слоев. Тут одинаковый колер, вот здесь его раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 слоев вот здесь, да, здесь один, тут два, три, четыре, ну, по нарастающей. Здесь будет самый темный цвет, здесь самый светлый. Здесь то же самое, что и здесь я делала, но тут я размывала каждый этот краешек. Этот краешек я просто аккуратненько водичкой размывала. Вот, и получается такой же градиент, как здесь, но с помощью лессировок. Наслоение одного на другого. То есть это важная техника, когда вы пишете, например, яблоко, ну, любые, в общем, собственно говоря, объекты, и вы утемняете там, где у вас меньше слоев, там будет свет, там, где больше слоев, будет тень, но там, где гуще краска. То есть мы можем как сразу за счет густоты краски набрать, так можем и просто послойно. То есть сначала, допустим, первый слой такой легкий, если вы видели, как вот да, какие-то видео, как рисуют художники. Сначала первый слой он такой как бы одинаковый, потом там, где тени только проходят, да, обходят свет, потом обходит еще больше участков и меньше площади теней получается. Да? То есть каждому следующему слою все меньше, 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 и там только где вот уже самое-самое темное. Да, ну и напоследок там уже самые темные акценты. Если это портрет, то это обычно ресницы, брови, глаза, губы, ну это какие-то такие нюансы и детали. Так нам осталось вот с этой вот лессировкой закончить. Наносим сейчас, когда подсохла. Прям обязательно ждите, когда она полностью высохнет. Потому что если она не высохнет полностью, очень хочется, конечно, пораньше, да, это все сделать. Но если она не высохнет, то поднимется предыдущий слой, и, в общем, ничего не получится. Прям можно потрогать там пальчиком, можно феном посушить. Ну, конечно, эти заливки вы можете делать все более аккуратно. Я просто ради экономии времени, что если бы я их аккуратно делала, ну, тут довольно долго длился бы урок. Ну, как такая тренировка тоже от ровных, допустим, заливок, полосочек, это тоже можно сделать. Здесь, конечно, не очень еще высохла краска, да, поэтому она как так немного шершаво легла.
Да, как-то вот не сильно утемнилось, потому что не высохло на самом деле. Но пускай она еще раз подсохнет, и на последний слой мы вот это вот уже проложим. Так, я сейчас дозаливаю последнюю вот эту ступенечку. Да, чем больше слоев, тем оно дольше сохнет, и поэтому последним можно прям дольше давать времени, чтобы оно высохло. Здесь, кстати, я нанесла вот на 2 ступеньки 2 слоя, потому что первый слой я нанесла слишком рано, и он там подсмыл предыдущий, то есть, в общем, не было утемнения. И последний. Можно, кстати, последний, если, например, чувствуете, что, ну, не хватает темноты, немножко погуще взять цвет. Вот, и на последних вот этих моментах прям так вот нежно, да, сильно не трем бумагу, то есть туда внутрь как бы не втираем краску, стараемся ничего не смыть. Да, и лишнюю капельку я убираю. Так, вот такая у нас заливка получилась. Ну, в общем, пускай она сохнет. Да, думаю, смысл вам понятен. Что такое лессировки, что они постепенно у нас вот здесь утемняются. Ну что ж, на этом наш урок закончен. Думаю, у вас все получилось, если вы делали все точно так же, как и я. Иногда не с первого раза получают какие-то ровные заливки, это вполне нормально. Эта целлюлоза, она такая немножко непредсказуемая, то есть вот с какими-то вот такими затеками. Самое основное, что может не получиться, какие вот распространенные ошибки случаются, когда используют не ту кисточку, да, синтетику такую жесткую, которая для гуаши предназначена, или для масла. Она такие полоски дает, да, она мало держит воды, ей прям сложно. Хотя я не пробовала, надо, может, попробовать, может, все-таки ей тоже можно. Но вот из-за этого, когда я беру слишком густую краску, да, мало в ней, воды капелька не висит. Вот основной при ровной заливке, когда не висит капля, да, не получается такой равномерную. Если там небольшой кусочек, чего нужно залить, то можно быстренько кисточкой это пройти, и нам все зальется. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментарии, может быть, пожелания по каким-то видео. Если вы хотите более подробные уроки посмотреть, у меня есть отдельные страницы на Boosty, там по подписке всего лишь за 450 рублей вам доступны все уроки, которые я туда уже сняла и залила. Они там есть и акварель, и масло. Также вы можете записаться ко мне на индивидуальные уроки рисования онлайн. Обучение происходит онлайн в Zoom или WUF, да, это программы, как наподобие скайпа. Я снимаю свое рабочее место, объясняю, показываю точно так же, как сейчас на видео. Вы смотрите и где-то спрашиваете, даете мне обратную связь, задаете вопросы, периодически фотографируете свою работу, что у вас получается. Я вам даю по ней комментарии, и мы продолжаем дальше. То есть обычно работа идет на онлайн-уроках так, поэтому записывайтесь. Записаться можно через любую соцсеть, все контакты есть под видео.